Всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Рерайтинг за последние несколько лет стал одним из приоритетных направлений для удаленной работы. Поскольку на просторах сети зарегистрировано миллионы сайтов, каждый из них нуждается в оригинальном наполнении. Создать качественный контент, повышая уникальность текста – основная задача человека, занимающегося рерайтом. Что собой представляет рерайтинг? Как выработать методику переписывания текстов и сколько на это можно заработать, давайте разберемся. И в конце расскажу, какие есть секреты рерайтинга. Как вы наверняка уже знаете, рерайтинг – это переписывание текста другими словами. То есть нужно прочитать исходный текст и затем изложить предоставленную информацию по-новому с использованием других слов. При качественной работе у вас получится полностью уникальный текст. Новички часто совершают ошибку, полагая, что рерайтинг – это простейший вид деятельности, не требующий серьезного подхода и значительных временных затрат. На самом деле рерайтинг требует немало сил, нуждается в комплексном поэтапном подходе. Если вы делаете первые шаги в области переписывания текста, вам будет полезно ознакомиться с проверенным алгоритмом действий. Первые – внимательно изучаем задание. Казалось бы, самый простой пункт – но из-за невнимательной вычетки текста в дальнейшем могут возникнуть проблемы и недопонимания. К примеру, на выполнение работы дается мало времени, а вы не учли этот момент. Или текст наполнен массой специфических терминов, что усложняет задачу, особенно для новичка. Второе – анализ текста. Внимательно вычитываем материал, знакомимся заранее со всеми новыми словами. Третье – приступаем к процессу рерайтинга, работаем над сохранением смысла, подбираем грамотно синонимы, меняем словоформы. Ну и так далее. Четвертое. Осуществляем комплексную проверку текста. Здесь стоит уделить внимание грамотности и пунктуации. Первый раз рекомендую пробежаться по тексту самостоятельно, после чего воспользоваться популярными сервисами для проверки текстов. Пятое. Проверка нового текста на уникальность при помощи актуальных сервисов. Здесь желательно добиться того процента уникальности, который был прописан в техническом задании. Шестое. Финальная вычетка текста. Желательно проверить текст спустя пару часов, чтобы свежим взглядом пройтись по написанному. Так можно выявить те ошибки, которые вами не были замечены ранее. Седьмое. Крайне важно не бездумно брать заказы в работу, а максимально внимательно вычитывать исходную информацию о задании. Кроме того, всегда нужно идти на контакт с заказчиком, уточнять интересующие вас вопросы. А сейчас давайте повторим главное правило рерайта. При переписывании чужого текста должен сохраняться его смысл. Если при работе со статьей с целью повышения ее уникальности вы начинаете переставлять абзацы, подбирать синонимы или делить предложения на короткие фразы, то незаметно информативность текста может снизиться или исказиться. Поэтому при использовании техники быстрого рерайта в первую очередь следите за смысловой структурой контента. Рерайт может быть в двух видах. Первое – написание текста с соблюдением хронологической последовательности. Второе – свободный пересказ в виде авторского изложения. На практике применяются оба варианта. Например, первая техника нужна при создании точных пошаговых инструкций, где нельзя менять последовательность действий. Свободное изложение всегда имеет более высокую уникальность и практически граничит с авторским копирайтингом. А это значит, что такие тексты наделены более высокой ценностью и стоимостью. Если вы хотите продать свою статью дорого, я рекомендую ориентироваться именно на такой контент. На создание качественного текста может уйти пару часов. За это время можно написать 3-4 тысячи символов, отформатировать структуры и проверить уникальность. Для оптимизации времени постройте свою работу по следующему плану. Первое. Выберите тему и придумайте уникальный заголовок. Второе. Определите смысловую нагрузку. Третье. Продумайте структуры и составьте план. Четвертое. Подберите информационные источники. При пересказе чужого текста не старайтесь соблюдать заданный объем и структуру. Пробуйте выдавать информацию в сжатом виде. Пользуйтесь сторонними источниками, не пишите длинные предложения, в которых к концу чтения теряется начальный смысл. Обязательно подбирайте синонимы к словам. Для удобства пересказа можно выделить для себя основные фразы, на которые вы будете опираться при составлении структуры. Не искажайте факты и статистические данные, даже если они снижают уникальность. Если у вас получится повысить информативность за счет сокращения воды, то читатели будут за это вам благодарны.
А сейчас расскажу, какие секреты рерайтинга. Эти простые, но эффективные приемы значительно упростят вам задачу. Первый секрет – используйте словарь синонимов. Тогда вы сможете без труда заменить любое слово, не опасаясь исказить смысл. Второй секрет – не применяйте избитые шаблонные фразы. Они снижают уникальность текста, так как используются всеми подряд. Третий – не лейте воду, это не добавит плюсов тексту ни со стороны поисковиков, ни со стороны читателей. Четвертый секрет – выявляйте в ваших текстах наличие распространенных фраз с помощью специальных онлайн-сервисов. Как и любая профессия, рерайтинг имеет положительные и отрицательные стороны, о которых стоит знать заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов. И, конечно же, объективно понимать, какие обязательства возложены на рерайтера. Плюсы. Обилие работы. Количество сайтов растет ежедневно, соответственно, велик спрос на качественные тексты. При желании можно ежедневно брать в работу по несколько текстов, что обеспечит вам неплохой доход. Второй плюс. Вам не нужно, как в случае с копирайтингом, изобретать велосипед, создавая новый текст с нуля. Вам дают уже готовый текст, который необходимо преобразовать, сохраняя смысл и уникальность материала. Третье. Рерайтер получает ценный опыт работы с текстами. Минусы. Первый минус. Нужно быть готовыми к тому, что работа над одним текстом может отнимать много времени и терпения. Второй минус. Рерайтером может работать далеко не каждый человек. Несмотря на обилие специализированных сервисов, ускоряющих процесс написания текстов, нужно иметь богатый словарный запас и тягу к писательской деятельности. Третий минус. Первое время рерайтинг не принесет много денег. И вообще, рерайтинг – актуальная сфера деятельности, способная приносить хороший доход всем желающим работать в сети. Занятие рерайтингом достаточно увлекательное, и овладеть всеми навыками написания текстов может любой человек. Достаточно иметь базовые знания языка и немного свободного времени. Идеальный способ иметь дополнительный доход для творческих и терпеливых людей. У меня на этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за ваше внимание. Скоро увидимся. Пока.